Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Меня многие спрашивают, как в Японии относятся к татуировкам. Даже сегодня я получил несколько сообщений на эту тему. Я решил, что подробно все расскажу вот в этом самом видео. Ну, во-первых, стоит начать с того, что отношение к татуировкам в Японии менялось на протяжении истории. Сейчас вот в современной Японии отношение к татуировкам негативное. Человек, у которого есть какая-то татуировка, автоматически накладывает на себя ряд ограничений. Например, человек с татуировкой не имеет права ходить на обычные общественные горячие источники, там, где его могут увидеть другие люди. Также человек с татуировкой не имеет права ходить в обычный бассейн и со всеми вместе купаться. Конечно, если у него татуировка где-то в невидном месте, например, на попе, то проблем нет. Но если где-то на ноге, на груди, там на руке, то, конечно же, купаться нельзя. Помимо этого, в некоторых тренажерных залах тоже запрещают заниматься, если есть татуировка на видном месте. Также, если человек захочет пойти просто покупаться в море на какой-нибудь общественный пляж, то, скорее всего, его оттуда прогонят, потому что с татуировкой тоже нельзя. Помимо этого, есть еще множество других проблем. Например, человек, который ищет себе работу в Японии, и если у него есть какая-то татуировка на видном месте, даже на руке, например, хоть ее можно скрыть рубашкой длинной, но все равно, если есть на руке, то сразу плохое какое-то отношение к человеку, ему, скорее всего, откажут. Поэтому люди с татуировками чаще всего проваливаются на собеседованиях. Помимо этого, обладание татуировкой накладывает ряд других ограничений. Например, имея какую-то татуировку, нельзя работать в каком-нибудь хорошем ресторане, либо там, где нужно общаться с людьми. Конечно же, в каком-нибудь небольшом баре проблем, наверное, нет, в элитном ресторане не получится. Также бывали случаи, когда человек с татуировкой приходил в какой-нибудь дорогой элитный ресторан и его просто не пускали. Либо, если у него, например, из воротника выпирала немного татуировка, то ему говорили покрыться шарфом, чтобы ее не было видно. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему вообще у японцев такое отношение к татуировкам в данный момент. Достаточно давно в Японии татуировки себе делали только якудза. И дело не в том, что другие люди не хотели их делать, а просто из-за того, что создать татуировку стоило огроменных денег, и они были только у якудза. И у японцев укоренилось такое мышление, что татуировка — это значит что-то опасное, что-то мафиозное такое, что нужно остерегаться. И поэтому многие родители не хотят, чтобы дети их видели людей с татуировками, чтобы сами себе не захотели делать такую татуировку, чтобы не пошли по плохому пути, может быть, не вступили в якудза. Конечно, сейчас татуировки делают и молодые люди себе, и постепенно приобретают популярность, например. Там 20-летние люди себе, в принципе, нормально делают татуировку. Но у людей предыдущего поколения, там, например, 40 лет, у них до сих пор такое мышление, и они к ним плохо относятся. И поэтому везде появляются такие запреты. Но помимо этого, еще когда у человека есть татуировка, и все вместе где-нибудь, например, в бассейне купаются, японцы почему-то чувствуют себя неуютно, чувствуют какую-то тревогу. Например, парочка не может уже чувствовать себя расслабленно. Родители часто уводят детей. Это кажется смешно, но это на самом деле такое бывает. Но на самом деле отношение к татуировкам в Японии такое было не всегда. Если копнуть немного в историю, в период Эдо, то татуировки, наоборот, значили что-то хорошее. В то время дома строили из дерева, и, конечно же, они часто горели. И людей, которые тушили эти пожары, каждый раз за разом, называли героями. И чтобы их как-то выделить, им на спине делали такую большую татуировку воина, по сути, который боролся с огнем, спасителя. Их реально называли героем деревни, героем города. И поэтому, когда они где-нибудь на улице оголяли торс и показывали эту татуировку, все знали, что вот этот человек герой. То есть раньше татуировка значила просто героя. Помимо этого, татуировки себе делали еще богатые люди. В то время, как я уже сказал, татуировку сделать было очень дорого, поэтому татуировка показывала, что человек из какого-то высокого сословия, что он знать, тем более во время Эдо, в период Эдо, была очень большая такая классовая разница. Были и рабы, и обычные люди, и богачи, то есть классовое неравенство было. В принципе, на всем протяжении периода Эдо к татуировкам было хорошее положительное отношение. Люди понимали, что каждая татуировка что-то значит, несет какой-то в себе символ. Либо герой, либо знать, либо что-то еще. Но уже позже, под конец периода Эдо, один человек ввел закон, который
все в корне поменял, и татуировки стали плохо, они стали какие-то запреты давать, вот как сейчас в Японии нельзя пойти в какой-нибудь бассейн, либо еще куда-то, и полностью изменилось отношение. Потом уже появились якудза, из-за которых татуировки приобрели такой опасный оттенок, люди стали их бояться, перестали их делать, и опять же, это было дорого. Знать тоже перестала делать татуировки, потому что они стали символом якудза. Но помимо этого, была еще одна причина, по которой татуировки приобрели такой плохой оттенок, такое плохое значение. Опять же, под конец периода Эдо, когда ввели вот эти все законы, чтобы как-то отличать преступников, которые там совершили какую-то кражу, отсидели в тюрьме, либо что-то еще, им стали наоборот делать татуировки. На лбу, либо на руке, где увидит любой человек, делали такую марку, типа эмблемы круглой, я точно не помню, как она выглядит, и каждый человек мог увидеть вот этого человека на улице и понять, что вот он преступник, он что-то сделал. По сути, стали клеймить преступников таким образом, поэтому это тоже все наложило отпечаток. И сейчас в Японии правила не меняются, хоть людей, которые делают татуировки, становится больше, вот эта вся мода приходит с Запада и из других стран, вообще из Европы, где татуировки считаются достаточно обычным делом. Но в Японии отношение к ним не меняется, потому что на это еще влияет то, что 1/4 всего населения в Японии это люди пенсионного возраста, старше 65 лет, у которых еще жива и цела вот эта вся вера в плохое какое-то начало татуировок, то, что это нехорошо. Поэтому, как будет дальше, я не знаю, но сейчас в Японии лучше не иметь татуировку. Поэтому, если вы планируете ехать в Японию и еще у вас нет татуировки, но вы подумывали ее сделать, то, наверное, вам стоит еще подумать немного и сделать татуировку после возвращения из Японии. Либо, если вы едете в Японию надолго, то, наверное, ее вообще не стоит делать. Потому что ограничивать себя и в тренажерных залах, и в бассейне, и в пляже, и в работе достаточно плохо, на мой взгляд. Поэтому подумайте еще раз. Вот такое вот отношение к татуировкам в Японии. Надеюсь, что это видео было вам интересным и оно понравилось. Конечно же, обязательно подписывайтесь на канал. Рассказывайте о моем канале друзьям, бабушкам, дедушкам, кошкам, собачкам, вообще всем, кому только можно. Также оставляйте комментарии, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До свидания.